Работа пленных. Бог рёк царю: «Я твой Господь, мне нужен храм». Так в синих небесах, где звезды льнут к звездам, Бог говорил. То жрец, по крайней мере, слышал. И царь призвал рабов, и к ним с вопросом вышел: «Найдется ли среди вас, кто мог построить храм?» Нет, был ответ. «Тогда я смерти вас предам. Бог гневается. Он желает жить во храме. Он властен над царем, царь властен над рабами. Все справедливо». Тут он сотню их казнил, и раб один вскричал: «Царь, ты нас убедил! Вели, чтоб где-нибудь нам дали гору, роем в нее мы вроемся, и храм в горе построим». «В пещере?» — царь спросил. «О, всемогущий царь! Бог не откажется такой признать алтарь. Ужель помыслить мог ты хоть на миг единый, что Бога оскорбит алтарь в пещере львиной?» «Работай!» — молвил царь. Раб гору отыскал, крутую, дикую, по имени Галгал. И стали пленники ее долбить своими звеня цепями. Раб, товарищ их, над ними начальствовал. Всегда во мраке рабства тот, с кем власть беседует, других рабов гнетет. Они работали, врезаясь в грудь Галгала. Вот кончили, и раб сказал: «Пора настала, веление небес исполнено, о царь! Но молим, соизволь взглянуть на наш алтарь. Он создан для тебя сперва, потом для Бога». «Согласен!» — царь сказал. «Мы долг свой помним строго», — сказал покорный раб, простершись на камнях. «Мы обожать должны твоих сандалий прах. Твое величие когда пойдет?» «Тотчас же!» И раб, согнувшийся, и властелин без стражи вошли в разубранный шелками паланкин. В горе колодец был, и камень исполин, канатом вздернутый, висел над мраком зева. И властелин, и раб во вспоротое чрево горы вошли вдвоем через колодец тот, кирками выбитый единственный проход. Спустились. Царь во тьме, оставшись беспросветный, сказал испуганно: «Так входит в кратер Этны, в нору Севилину, что вечный мрак таит. Или еще вернее безвыходный Аид. Но к алтарю идти через черную берлогу?» «Вверх или вниз идя, всегда доходят к Богу», — сказал, простершись раб. «Во храм прекрасный твой добро пожаловать, владыка дорогой. Ты царь царей земных, средь гордых и великих, ты точно мощный кедр среди смоковниц диких, ты блещешь между них, как Патмос меж спарат». «Что там за шум вверху?» То заревел канат. «Мои товарищи там опускают камень». «Но как же выйдем мы?» «Владыка, звездный пламень опора стоп твоих, и молнию страшит твой меч, и на земле твой светлый лик горит, как солнце в небесах. Ты царь царей,
Тебе ли, величию твоему страшиться? Неужели нет выходов других? О, царь, ведь 100 дорог лишь только пожелай, тебе проложит Бог. Царь вдруг закричал: Нет более ни света, ни звука. Всюду мрак и тишь. Откуда это? Зачем спустилась ночь в храм этот, как в подвал? Затем, что здесь твоя могила, раб сказал.